Ужасная дача. Девочка Лида, когда была маленькая, очень любила дачу. Там можно было играть, лазить на чердак, обливаться водой из шланга, бегать с другими детьми на пруд, а по вечерам есть вкусный шашлык. Но потом Лиде исполнилось 7 лет. Она пошла в школу, и родители сказали, что теперь Лида должна им помогать в работе на даче, поливать растения, полоть их, таскать воду в бочку и дрова в баню, собирать огурцы, просто прибираться во дворе и доме. После этого Лиде сразу разонравилась дача. Она ее стала ненавидеть. Конечно, она не делала тяжелую работу, ей даже купили специальную маленькую лейку и ведерко, чтобы она не надорвалась. Но Лиде все равно не нравилось трудиться. Придумала она изображать разные болезни. То у нее голова болит, то спина, то в глазах темно, то аллергия на цветы. Лида специально постоянно чесалась, изображая, что у нее аллергия. Она ногтями свою кожу до крови царапала. Мама устала ее зеленкой мазать, а папа ругался и говорил, чтобы Лида много не чесалась, а то заразится еще чем-нибудь. Как-то поздно вечером Лида играет в своей компании в прятки, а ее всегда быстро находят. Она обижается. «Почему вы меня всегда так быстро находите?» «А потому что ты светишься». Лида вернулась на дачу, встала перед зеркалом, смотрит, и правда, она светится. Свет слабенький, но все же заметный. Прошло несколько дней, и ее кожа стала так светиться, что можно было даже книжку читать в своем собственном свете. Ее повезли в город к врачам, но те никогда не слышали про такую болезнь. Врачи думали, что это фокус какой-то, что Лида намазалась светящейся краской, вот и светится. В их дворе жила одна полоумная старуха. Эта старуха стала ходить по пятам за Лидой. Куда Лида, туда и старуха. Ходит и крестится. Лида сначала не понимала, а потом ей объяснили, что старуха считает Лиду святой. Потом и другие старухи стали ходить следом. И не только старухи, были просто женщины и один пожилой мужчина. Как-то у одной женщины во дворе заболел ребенок. Мама по совету бабушек подошла к Лиде и попросила, чтобы Лида вылечила младенца. Лида тогда в шутку положила руку на голову ребенку и сказала ему: «Не болей, малыш». Прошло 3 дня, и малыш выздоровел. Ну тогда все потянулись к Лиде. Даже из других городов стали приезжать. Лиде это быстро надоело. Она не знала, куда деваться от поклонников. Казалось, уже весь мир знает о том, что она святая. Вокруг Лиды было теперь полно больных людей. От них она заразилась чем-то и умерла. Огромная толпа людей пришла к ней на похороны, а один из тех людей, которые несли гроб, случайно споткнулся. Гроб наклонился, и Лида выпала из него на камни. Все ахнули, а Лида треснула, и из всех щелей стали вылетать насекомые. Целая туча светящихся насекомых взлетела вверх, а потом улетела в сторону леса. Оказалось, что Лида так расцарапала себе кожу тогда на даче, что в ранку попало несколько личинок насекомых-светлячков. Они размножились и расползлись по всему ее телу. Они светились, а всем казалось, что эта кожа у Лиды светится.